Пойдешь. Вкус. Отверстие надо просверлить, проделать. Сверху электричество, снизу труба газовая. Думал дружбой пропилить, пилой, то есть, как-то боязно, поэтому сверлом. О, сколько тут еще сверлить-то. Трындец. Так, ну чё? Ну вот, спустя 2 часа ковыряний показалась штукатурка. Ну ничего, долго-долго, зато безопасно. Ну вот и готово. Гипсокартон. И вот у него центр. Отверстие готово. Готово-то готово. Нужно еще одно отверстие под вентиляцию. Минимум, то есть максимум 40 сантиметров от потолка можно. А оно получается где-то вот там. И здесь у нас будет мешаться вот это напряжение. Вот эту штуку нужно переносить сюда куда-то. И здесь сверлить отверстие снова. Еще одно. А как сейчас? Мне никак котел не повесить. Потом труба-то мешаться будет. Все будет сыпаться. Пока что не знаю, что делать. Так, пока что так оставляем. Не знаю пока, что делать. Домой поедем. Вот и все. Дожди зарядили на всю неделю, может и на месяц. Трындец.
По поводу отопления у бабушки. То, что я, конечно, хотел выругаться. Но боюсь, вы обидитесь и перестанете писать комментарии. Вот так вот. И еще у меня на любые комментарии иммунитет. Так что пишите. Почистил пруд, убрал большую траву, а то берегов не видно было. Сейчас получше. Ах да, кстати, у меня же есть штучка для чистки бассейна. Точно. О, какая длинная. Крот начал пакостить. Ну и вот, супер кротоловка. Крот не пройдет. Сейчас мы его поймаем. Так, ну что, пруд почистили, чистенький теперь, все отлично. Спрашивали про триммер, очень мощный инструмент, служит уже 3 года, 3 сезона, каждый раз скашиваю гектары травы, 1,7 лошадиных силы, рабочий объем 43 кубических сантиметра, можно использовать как леску, так и дисковые ножи, кусторез, травокос. В общем, очень мощный триммер. Кому интересно, ссылка в описании под видео. Покрасил откосы окон. Вроде цвет ничего смотрится. Не знаю, как, если все покрасим, как будет смотреться, пока не знаю. Но так, на вид вроде отлично получается. Уже вечер, поздно. Сам дом будем завтра красить. Вот так. Ну что, начинаем.
Что, все? Фасад, лицевая сторона дома покрашена. Даже краска осталась. Одного ведра хватило. Конечно, я 2 раза хотел красить. Ну и так нормально. Вот так вот получается. На вид ничего. Сейчас, короче, другую камеру принесу, там цветопередача получше. Сейчас покажу. Ну что, как теперь? Получше? Эту краску жена выбирала, вернее цвет. Вот так вот. Вот эта грунтовка сама по себе очень хорошая. Можно даже в зиму с ней выходить. И можно не красить. Она такими камешками. Отличненькая, короче, грунтовка. Очень крепкая. Грунт, краска, в общем. Ссылку на нее в описании оставлю. Эта грунтовка вот с такими камешками. Видите, какой вид получается у фасада. А сама краска не такая обычная. А так получается с камешками. Эта краска очень хорошо ложится, укрывает очень хорошо. 1 литра хватает на 10 метров квадратных написано. Но это если, наверное, только кисточкой. Валиком очень большой расход идет. Но зато отлично получается. Укрывает вообще отлично. В общем, как написано, краска прослужит до 10 лет. Защищает от атмосферных воздействий, дышащее покрытие. Колируется в 1500 оттенков. В общем, ссылка на нее в описании. Обед. Домой некогда заходить. Прям тут покушаем. Так, ну что, спустя целое лето то, что я задумывал, утеплил дом, заштукатурил, покрасил, наконец-то я сделал. Сделал все, то, что задумывал на фасаде дома. Ура! Наконец-то! Ну что, вот так вот было. И вот так вот стало. Ну что, победа. Наконец-то победа. Выглядит намного лучше, чем было, да, изначально. Просто с блоками. Вот так вот. Все лето. Весна, лето, осень. Сейчас еще надо подшивать вот эти. Свес подшивать надо. И потом сразу же убирать леса.
Дождь идет, капает, на доски капает, а потом на фасад капает, и он морается. Вот в чем еще проблема-то. Так вот. Ну что, ладно, что, на этом все. То есть все новости на этом все новости. Всем пока. Ой, нет. Ладно, что, пиши комментарий, ставь лайк. Всем пока. До свидания.